Тропическая влажность, много деревьев, небоскребов и острая еда. Все это Куала-Лумпур. Мне удалось пожить тут 2 недельки, и я решил поснимать немного контента. Поэтому ставьте лайк, пишите комментарий, за него у нас можно получить монетку, прям как этот пользователь. Куала-Лумпур – столица Малайзии, и если коротко, это место, где футуризм встречает джунгли, а традиции живут рядом с неоном и тикток-вайбом. Выйдя на улицу, сразу чувствуется, будто попал в Пинтерест. Воздух теплый, влажный, пахнет растениями, специями и дождем одновременно. Здесь нет зимы, нет осени, нет межсезонья. Тропическое солнце светит так ярко, что буквально минут через 20 я сгорел так сильно, сколько не сгорал за полгода в Турции. Причем самое безумное это то, что изначально Куала-Лумпур не строился как мегаполис. Изначально это была точка добычи олова в грязи у слияния рек. Без небоскребов, дорог и без планов на будущее. Просто шахтеры, палатки и надежда разбогатеть. И вот чуть больше века спустя точка на карте становится столицей страны и одним из самых технологичных городов Азии. Город рос быстро, причем очень быстро. Сначала пришли торговцы, потом колониальные власти, архитекторы, инвесторы, технологии. Все это наслаивалось друг на друга, поэтому сейчас Куала-Лумпур это микс эпох. Тут можно стоять на улице и видеть сразу 3 времени. Прошлое, настоящее и будущее, просто повернув голову. Когда я сюда ехал, я не знал, куда я еду, но выяснилось, что Малайзия – это одна из быстро развивающихся стран Азии в данный момент. Вообще Куала-Лумпур это город вертикали. Он растет вверх быстрее, чем обновляются тренды. Небоскребы тут не редкость, а база. Но при этом город не выглядит как бетонная коробка. В городе очень много зелени. Джунгли органично встроены в небоскребы и буквально окружают весь мегаполис. И это ощущается даже в центре. Первое, что вы увидите в любом поисковике по запросу Куала-Лумпур, 2 башни-близнецы Петронас, которые до 2004 года были самыми высокими башнями-близнецами в мире. Сейчас они уже, конечно, не в топе. Но для местных это как Эйфелева башня для парижан. Для меня, как для человека, который ни разу не видел небоскребы, они реально гигантские. Конечно, это уже не самые высокие небоскребы, даже в самом Куала-Лумпуре есть здания повыше. Но сам факт того, что когда-то это были самые высокие башни-близнецы, не может не поражать. Самое крутое мост между башнями. Он висит так высоко, будто бы совсем под облаками. Кроме офисов, внутри находятся магазины, филармония, даже пианино стоит. Подходят люди и играют. Я, кстати, так и не понял, это специальные какие-то музыканты или просто рандомные люди. Потому что сколько раз я тут был, каждый раз разный человек сидел и играл. За башнями есть небольшой парк, где можно спокойно погулять или посидеть на лавке у фонтана. Но я решил чуть дальше от башен пройти и подняться на Куала-Лумпур Тауэр, представляющий из себя телебашню со смотровой площадкой, которая еще выше, чем башня Петронас, и откуда виден вообще весь город как на ладони. Оттуда город выглядит как карта из игры симуляторы. Дороги как линии, машины как точки, небоскребы как детали конструктора. И именно сверху видно главный контраст. Стекло и бетон соседствуют с океаном зелени. Это редкое зрелище. Обычно мегаполисы как будто съедают, а тут они как будто бы договорились. Сверху было прикольно наблюдать за людьми. Машины как муравьи, детки там разные в бассейнах плещутся, школьники в футбол играют. А если чуть переплатить и подняться на открытую площадку, будет вообще топчик. Пообщавшись немного с местными и спросив у них, куда следует съездить в Куала-Лумпуре, мне назвали 2 места. Это парк в центре города. Если честно, я не помню его название, поэтому закадровым голосом я это скажу, озвучу. И Бату Кейвс. Да, всего в получасе езды, как показывала карта. Но сначала мы сели не на ту ветку метро, потом при пересадке поезда не ходили, и пришлось просить местного детка на машине, чтобы он нас довез. В итоге вместо получаса мы потратили около 1,5 часов. Так что лучше либо заранее стройте маршрут, или едьте сразу на такси. Оно тут, кстати, не особо дорогое. Мы на месте. Пещеры Бату, священные пещеры, куда индуисты тащатся уже больше 100 лет. Лично мне было интересно посмотреть не столько на пещеры, сколько на 42-метровую статую Муруган. Это индуистский бог войны. И он стоит прямо у входа. И он был на реконструкции. Чтобы попасть в храм, надо переварить 272 ступеньки. Это я до восхождения на эту лестницу. Но спойлер, самое сложное не ступеньки, самое сложное это те, кто на них сидит. Видите этих милых обезьянок? Выглядит умилительно, да? Но на самом деле это пипец какие агрессивные зверьки, и с ними нужно быть поаккуратней. Для них вы холодильник с едой, так что тут всегда нужно быть настороже. На самом деле я думал, будет сложнее подниматься наверх. Да, подъем по ступеням – отдельный челлендж. Жарко, влажно, обезьяны смотрят на тебя, как на участника реалити-шоу. Но наверху – вау-эффект. Огромные своды, лучи света сверху, запах благовоний, тишина. Примерно такую картинку я описал себе в голове. Но наверху тоже все оказалось на реконструкции. И по сути, когда мы поднялись, внутри пещеры мы увидели только сувенирную лавку. В общем, оказалось, что мы поднялись, и тут везде реставрация, и по сути... Наверху лестницы, вот здесь вот лавки только сувенирные остались. Больше ничего здесь нет. И вот этот храм. Вот, как-то так. Просто так поднялась, получается.
к сожалению, в данный момент реставрация. Расскажу, что я еще прочитал про пещеры в Википедии. Вход в пещеры расположен на высоте около 100 метров, и до 1920 года люди карабкались сюда по тропе. Потом построили деревянную лестницу, и только в 1940 году построили нормальную бетонную лестницу из 272 ступенек. Я бы назвал эту поездку в пещеры скорее неудачной, потому что когда мы уже расстроились, что тут все закрыто, и уехали оттуда, мы узнали, что кроме основной пещеры и храма есть два других, и они открыты. Так что после пещер, немного отдохнув, я отправился в парк, про который мне говорили местные. На картах он называется Пердана Ботаникал Гарден, и он, кстати, реально оказался прикольным. Он оказался прям огромным, поэтому если вдруг кто-то поедет и захочет обойти его весь, то приезжайте с утра, еще до жары, и берите с собой воды. Гулять тут прям долго можно, кроме леса тут даже есть своя мини-копия английского Стоунхеджа. Почему он тут построен, мы так и не смогли выяснить. Если захотите, можно заходить во всякие зоопарки, планетарии и тому подобное, если кто-то это любит. Конечно, для туристов вход будет значительно дороже, чем для местных, и тут в целом, если ты турист, для тебя все будет дороже, чем для местных. В общем, я пришел в оленей заповедник, и тут просто какая-то граница с природой. Посмотрите на эту красоту. Там он олени, дальше я вам сейчас их покажу. Здесь так тихо, что шуметь вообще не хочется. И это все в центре города, что самое удивительное. Тут просто... Там еще ботанический сад. И, по-моему, зоопарк есть, но он платный. Из ботанического сада тоже кадры покажу. Но просто тут даже шуметь не хочется вообще никак. Просто посмотрите. Кусочек природы прямо в центре города. Заповедник с оленями оказался абсолютно бесплатным. Я противник всяких цирков, зоопарков, как правило, звери сидят там полуголодные, несчастные, а тут в целом животные нормально выглядят. Знаете, что прикольно? Что вот этот вот парк весь, и заповедник, и оленей заповедник, и парк дикой природы, и вот этот просто сквер, и там ботанический сад, и все это в одном месте находится. Куча музеев тут 4 или 5 музеев вокруг. Все это в одном месте находится, и не нужно куда-то ездить далеко по всему городу, а можно за один день, грубо говоря, обойти все полностью, что тебя интересует. Мне кажется, это прикольно. Это очень удобно. Петухи пасутся, курицы, петухи. Знаете, что мне не нравится? Это лестницы. Лестницы тут просто отвал всего. В Малайзии сейчас сезон дождей, и похоже, что начинается дождь. И я решил куда-то под настил зайти на всякий случай. Надеюсь, что он либо не пойдет вообще, либо очень быстро закончится. За 2 недели, кстати, мы только один раз попали под большой дождь, что я считаю большим везением, потому что мы ехали сюда в самый разгар сезона дождей. И еще почитав новости о том, что в это время всю Малайзию затопило, я немного переживал по этому поводу. Всем доброе утро. Время 4 часа дня. На улице плюс 30 градусов. Небольшие осадки. Но в целом дожди в Малайзии могут как резко начаться, так и резко закончиться, и уже через 10-15 минут будет солнечно и сухо. Тут даже дорогу, чтобы перейти, нужно на лестницу подняться. Ночная жизнь отдельный уровень. Когда заходит солнце, город не засыпает. Он включает подсветку, башни светятся, вывески мигают, рынки открываются. Воздух наполняется запахами специй, жареного мяса и сладостей. Улицы становятся шумнее, живее, ярче. Это не просто вечер, это вторая смена реальности. Из еды тут все острое, и так как я не особо любитель острого, я подсел на булочки Бао. Они мне прям зашли. В местном Макдональдсе из необычного советую попробовать наси лемак. Это местное малазийское национальное блюдо. И как нам сказала Википедия, входящее в топ-10 здоровых завтраков. По сути, это рис, острая курица и анчоусы. Изначально мы в этом ничего здорового не увидели, но местные нам объяснили, что вариаций наси лемака бывает много. Прикиньте, 8000 километров
между моим домом и этим местом. 8,5 даже тысяч километров. И мне пока что это нравится. Из приятного бросилось в глаза, что тут очень много людей занимается спортом. Прям семьями бегают. Конечно, может быть, они к какому-то марафону готовились, но я прям удивлен, сколько народу тут занимается бегом. Особенно это чувствуется на контрасте с Турцией, где турки курят во всех местах. Да, Малайзия специфичная страна, и, конечно, минусы тоже есть. Да, тут, как и везде, есть бездомные и странные люди. Иногда на улице прям сильно специфически пахнет, но в целом из-за того, что мы жили прям в центре города, мне как туристу минусы не особо бросались в глаза. Хотелось просто ходить и наслаждаться картинкой. На этом мое двухнедельное пребывание в Малайзии, к сожалению, заканчивается. Ну что, я в аэропорту Дубая. В планах теперь объехать всю Испанию. Поэтому подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Пока.